После выхода Postal перед Running with Scissors встал насущный вопрос – что делать? Условия были таковы, что при продолжении сотрудничества с Ripcord Games новым проектом студии по очевидным причинам не могло стать продолжение Postal. В то же время лицензия на этот тайтл находилась у Ripcord Games, поэтому Running with Scissors не могли просто так уйти, чтобы начать работу над следующей игрой в серии самостоятельно. Для выхода из этого тупика разработчикам было необходимо придумать что-то совершенно новое. Известно, что Ripcord Games успели отклонить два неких потенциальных тайтла, которые Винс Дейзи предложил для издателя, но в конечном счете они все-таки смогли прийти к соглашению. О старте работ над своей второй игрой Running with Scissors объявили на выставке E3 1998. На вопросы журналиста из GameSpot Винс Дейзи ответил, что игра интенсивно использует технологию Motion Capture и выдал выражение «плоть и провода», которое должно было охарактеризовать суть будущего проекта. Позже в игровой прессе всплыло название новой игры студии — Guardian. Из заметки в журнале Computer Game Strategy Plus мы можем почерпнуть краткое описание сюжета. Игроки должны присоединиться к амбрекам, которые выполняют галактическую миссию, суть которой — остановить мародерствующих нулидов. Еще один источник, немецкий журнал PowerPlay, дает нам сведения о том, что игра должна стать шутером от третьего лица. Там же нам дается обещание того, что, как игрок, вы окажетесь в эпицентре зрелищной битвы, которая будет выглядеть еще более роскошно, если вы закажете DVD-версию игры с расширенной графикой. Предполагаемой датой выхода был назначен 1999 год, а на сайте Ripcord Games в качестве платформы был указан ПК. Там же можно было найти пресс-релиз игры, но до нашего времени он, к сожалению, не дожил. Развернутую информацию о Guardian можно было почерпнуть внезапно на сайте Ridel Software Productions. Проект описывался как игра в жанре экшен, которая включает в себя уникальное сочетание трехмерных персонажей и реальных оцифрованных фонов с разными углами обзора, динамическим освещением и спецэффектами. Здесь же на нас вываливают подробности предстоявшего сюжета. Игра должна была начаться со сцены, в которой амбреки, выполняя тайную операцию, преследовали последний оставшийся в живых флот нулидов, вышедший на орбиту небольшой планеты. По новым данным разведки, на этой планете есть нечто, что может помочь практически уничтоженным нулидам переломить ход войны против амбреков в свою пользу. Эта малоизвестная планета, кстати говоря, называлась Земля. Главным героем Guardian должен был стать боец по имени Рек, единственный выживший член клана воинов, который вызвался на самоубийственную миссию по проникновению во флот нулидов для того, чтобы разузнать все, что касается их плана. Разработчики планировали, что в начале игры будет доступен набор из стандартных приемов, включая некое традиционное оружие амбреков под названием Арака, а приобретение новых навыков осуществлялось через генетическую ассимиляцию. Этот процесс выражался в способности амбреков поглощать чужие умы, в данном случае умы нулидов. Предполагалось, что в обычной ситуации поглощенные навыки по истечению определенного времени просто бы пропадали. Но при их чрезмерном использовании ум главного героя мог неким образом измениться навсегда. Согласно лору, амбреки испытывали многие тысячелетия страданий под гнетом более технологически развитых нулидов. Поэтому нанесение вреда любым коренным видам для них стало настоящим табу. Неизвестно, планировали ли разработчики каким-то образом выразить эту идею через геймплей. Вполне возможно, что в отличие от Postal, убийство людей в этой игре было бы нежелательным элементом и каким-то образом осуждалось бы через ту или иную внутриигровую систему. В дальнейшем концепт Guardian перерос в несколько другой проект, который получил название Flash and Wire. В центре внимания игры в этот раз оказался тупоголовый любитель крека по имени Ангус и по совместительству сотрудник частного охранного предприятия. Сюжет начинался с того, что пока Ангус дремал, вероятно на своем рабочем месте, его город поглотил огромный инопланетный биокорабль под названием Нулоид. Но это никак не побеспокоило главного героя, а проснулся он только на том моменте, когда одна из инопланетных амебоподобных тварей полностью сожрала нижнюю часть его тела. Ангус, однако, обнаруживает, что может контролировать эту инопланетную субстанцию, и таким образом она становится его новыми ногами. Этот ксеногенный симбиоз дал главному герою новые способности.
Пузырь мог выполнять как функцию лестницы, позволяя забираться в труднодоступные места, так и тарзанки, чтобы спускаться с высоты, так и щита для защиты от инопланетных мудаков и прочие милые возможности, которые бы стали частью геймплея. Из российской игровой прессы о Flash and Wire развернуто написало два издания «Страна игр» и Game.exe. Проблема заключается в том, что статьи из обоих журналов практически полностью состоят из воды, и отличить достоверные сведения о проекте от фантазии авторов крайне затруднительно. Например, в превью для «Страны игр» Дмитрий Пучков писал, что на поворотах амеба входит в инерционный занос, а при передвижении стирается и теряет массу. Чем больше масса, тем выше скорость передвижения. Таким образом, собирание биоматериала, увеличивающего размер контролируемой субстанции, было одной из игровых механик. Оба журнала дают нам пестрое описание внутриигровых врагов, но делают это совершенно по-разному, поэтому мы не будем на них останавливаться. Что же в этих превью было общего, это изложение игрового арсенала. Для главного героя было доступно всего 3 вида оружия: пулемет Гатлинга, электрическая пушка и некое устройство, пускающее смертоносный газ. Опять же, оба издания описывают принцип работы оружия по-своему, однако они сходятся на том, что его можно и нужно комбинировать. Например, сочетание выпущенного газа и электрического разряда провоцирует сильнейший импульс, уничтожающий все живое вокруг. Благодаря статье из профессионального журнала Game Developer у нас есть достаточно подробные сведения о производственном процессе игры. Остановимся на основных пунктах. Анимации для игровых персонажей производились методом ротускопирования. Актерами стали несколько учеников боевых искусств из местной гимназии, которых на съемке попросили двигаться так, как это должны делать существа из игрового бестиария. Полученные снимки, оцифрованные и загруженные в SoftImage, стали опорной точкой для аниматора, который занялся созданием анимаций вручную на их основе. Когда речь зашла о производстве внутриигровых задних фонов, художественному коллективу студии во главе с Рэнди Брайли пришла идея вместо традиционной графики построить все уровни в игре с помощью макетов-миниатюр. Для теста разработчики взяли фото реального макета железной дороги, который на досуге собирал британский певец Род Стюарт, и загрузили его прямиком в движок первого Postal. Тест оказался успешным, поэтому дизайнеры начали производство фонов согласно своей задумке. Макеты собирались из всего, что попадалось под руку: старой электроники, всевозможных труб и прочего мусора. Для возможности настраивать уровни, как того заблагорассудится дизайнерам, они проектировались в виде конструктора, который можно было разбирать на отдельные модульные куски. После создания сцены шел этап захвата изображения. Для этого они использовали обычную цифровую камеру, а для освещения сцены устанавливались прожекторы. Также из оборудования был использован дымогенератор, который придавал картинке объема и сглаживал края материала в кадре. Словом, несмотря на то, что студия находилась в условиях ограниченных ресурсов, они нашли способ выкрутиться из этой ситуации, не изменив своему художественному вкусу. Однако очень скоро разработка проекта забуксовала по довольно банальной причине. Начались проблемы с издателем. В начале 1999 года Panasonic Interactive Media объявили о своем закрытии. Это не означало закрытие их дочерней компании. Высшее руководство Panasonic пошло на сделку с главами Ripcord Games, которые приобрели лейбл и стали независимыми. Таким образом, у новых владельцев появились другие планы на Running with Scissors. Примерно в то же время Винс Дези сообщил, что они продолжат работать над Flash and Wire, но только уже самостоятельно, а также то, что они поддержат Ripcord в разработке некоего нового оригинального предприятия. Что касается Flash and Wire, то осмелюсь предположить, что во время всех этих перестановок Ripcord Games просто могли посчитать, что эта игра им больше не нужна, поэтому они решили отказаться от ее дальнейшей поддержки. И действительно, разработка Flash and Wire на этом не остановилась. Из небольшой статьи, опубликованной в июне 1999 года на сайте IGN, мы можем узнать, что игру планировали к выходу на PlayStation 2, Sega Dreamcast и для еще не анонсированной на тот момент новой системы Nintendo. Пока Running with Scissors продолжали заниматься дизайном, они отчаянно пытались найти нового издателя. В декабрьском выпуске журнала Spin за 1999 год сообщалось, что на разработку игры было спущено порядка $1,5 миллиона, а выход игры запланирован уже на начало следующего года. В
конце концов, издателя найти так и не удалось, поэтому они решили отправить Flash and Wire в глубокую заморозку, чтобы сконцентрировать свое внимание на других проектах. Если вы время от времени посматривали на экран, то вы могли заметить, что на нем мелькали кадры из какой-то игры со странным визуальным стилем. Она носит название Weapon of Choice, а разработал ее Нейтан Фоутс, бывший программист из Running with Scissors. Эта игра не имеет прямого отношения ко Flash and Wire, однако в обоих проектах можно проследить общие моменты. Например, в игре от Нейтана также затрагивается тема инопланетного вторжения, а в качестве аналога многофункционального слизняка из Flash and Wire здесь выступают механические щупальца, которые позволяют карабкаться по вертикальным поверхностям и потолкам, вести прицельную стрельбу и так далее. Кстати говоря, в качестве приглашенного художника проекта выступил никто иной, как Стив Уик. Я оставлю вас с этим фактом наедине, а пока вы строите конспирологические теории о влиянии Стива Уика на Weapon of Choice, я подкину вам еще парочку любопытных теорий заговоров. Одновременно с Guardian, который перерос во Flash and Wire, Running with Scissors начали работать над еще одной игрой под названием New World Order. Вплоть до недавнего времени само существование данного проекта пребывало в тени полной неизвестности. Если обратиться к популярным поисковикам, то мы обнаружим лишь некий шутер от первого лица, разработанный шведской студией Termite Games. Но реальность такова, что этот низкокачественный клон Counter-Strike не имеет никакого отношения к одноименной игре от Running with Scissors. Пока я писал этот материал, кем-то в интернете в очередной раз была упомянута легендарная игра под названием Deus Ex, поэтому я незамедлительно отправился ее устанавливать. New World Order находилась в стадии препродакшена примерно в тот же момент, когда Уоррен Спектор трудился над игрой своей мечты в стенах остинского подразделения Iron Storm. Стоит ли мне напоминать, что это было за время? Надвигающееся второе тысячелетие вызывало в людях иррациональное чувство страха. Культура конца тысячелетия оставила свой отпечаток на концепции как Deus Ex, так и New World Order. Поэтому в них мы можем невооруженным взглядом увидеть влияние модных в то время теорий заговоров. Don't believe me? It's all in the numbers. For 100 years there's been a conspiracy of plutocrats against ordinary people. Собственно, новый мировой порядок — это такой зонтичный термин в конспирологии, который охватывает множество теорий разной степени неадекватности. Общей для них является идея о том, что существует некая тайная элита, которая выполняет программу по устранению суверенных государств и последующему созданию тайного мирового правительства. И по случаю этого праздника каждый должен будет скушать по кусочку глобалистской пропаганды, утверждающей новый мировой порядок в качестве кульминации исторического прогресса. Но мы-то с вами, здравомыслящие люди, понимаем, что эти чертовы глобалисты сами выпустят свой. Но вернемся к игре. Краткое описание New World Order можно было обнаружить на сайте Ripcord Games. В 2017 году самые худшие опасения американского гражданского ополчения стали былью. Правительство решило объединиться с Организацией Объединенных Наций в систему единого органа управления, а ООН решила покончить с правами каждого отдельного гражданина. Эта многопользовательская экшн-стратегия, созданная Running with Scissors, имеет сильный упор в онлайн и сетевую игру. Многопользовательская стратегия? А разве это по части Running with Scissors? Можете подумать вы, и это будет вполне здравое сомнение. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже, а пока обратимся ко второму и самому крупному источнику информации о проекте – сайту Ridel Software Productions. Там мы можем узнать, что New World Order задумывали как ММО-игру, построенную на идее Persistent World. Это такой тип игрового мира, в котором события происходят вне зависимости от того, входят игроки в систему или нет. Действие игры должно было развернуться вокруг конфликта двух сторон – Организации Объединенных Наций и гражданского ополчения. Преследуя цель объединения всего мира под одним правительством, ООН посылает вооруженные силы в Соединенные Штаты, чтобы обезоружить граждан этой страны и установить контроль над ними. Ополчение, а также обычные люди, которые не желают мириться с таким положением дел, объединяются, чтобы дать отпор оккупантам и выжить их из своей страны. Игрокам предлагалось занять одну из этих двух сторон. Планировалось, что для каждой из сторон будут доступны свои типы миссий.
При вступлении в ряды ополчения, например, игрок получал под свой контроль отряд размером до 6 человек, перед которым ставились задачи по захвату грузов ООН, саботажу техники, краже припасов и так далее. Общий статус хода войны и состояние сторон должен был отображаться на карте США. По задумке, игра продолжалась бы до тех пор, пока одна из сторон не получила бы под свой полный контроль все базы противника. Также на сайте Riddell Software Productions можно выудить некоторые технические подробности проекта. В основе New World Order лежала усовершенствованная версия RCP-IX движка оригинального Postal. Прежде всего, движок получил поддержку более современных на тот момент стандартов 3D-графики. Появилось какое-никакое освещение, разные типы текстур и скелетная анимация для персонажей. Для создания будущих полей сражений был разработан специальный редактор уровней – Tile Editor. Наконец мы переходим к главному вопросу. А зачем это все было нужно? Если эта концепция была чрезмерно амбициозной для такой команды, как Running with Scissors, то как они вообще к этому пришли? По словам Стива Уика, Ripcord Games захотели, чтобы Running with Scissors разработали командную ММО-стратегию в реальном времени, при абсолютном непонимании того, как ее можно было бы поддерживать. Парни из Running with Scissors пребывали в недоумении, когда издатель начинал сыпать обещаниями вроде «Мы воссоздадим целую Америку так, чтобы люди могли бы сражаться буквально у себя на заднем дворе» или «Мы просто уничтожим сервер в углу вашего офиса». Дальше стадии препродакшена проект так и не продвинулся. Для New World Order был составлен подробный дизайн-документ и произведены технические наработки по улучшению движка, после чего разработка приостановилась. Как и в ситуации со Flash and Wire, у разработчиков возникли проблемы с Ripcord Games ввиду перестановок у последних, и поэтому издатель отказался от дальнейшей поддержки обоих проектов. Винс Дези, конечно, как-то упомянул, что они своими силами будут продолжать вести разработку New World Order. Но так как про этот проект больше никто никогда не слышал, очевидно, что его просто тихо отменили. Oh my God, Daddy! What a shame. He can't really be... There must be something we can do. He was a good man. What a rotten way to die. No, no, no! I wish there was something more I could say. А теперь мы переходим к самому дну айсберга, некогда известному лишь единицам, экстремально обскурному проекту под названием Mob World. Эта игра примечательна прежде всего тем, что про нее неизвестно ровным счетом ничего. Даже название проекта никем из Running with Scissors никогда публично не упоминалось. А на вопросы о будущей игре они отделывались лишь размытыми формулировками. Самое первое упоминание этой игры появилось в декабрьском выпуске журнала PC Accelerator за 1999 год. Из короткой выдержки в разделе со слухами мы можем узнать, что из этого неанонсированного проекта разработчики планировали сделать массовую многопользовательскую игру, в которой игроки должны были быть вовлечены в кланы или картели, принимающие участие в войнах за территорию, крышевании и другой незаконной деятельности. В интервью сайту Postal Network за 13 апреля 2000 года на вопрос о том, чем же будут заниматься Running with Scissors в ближайшее время, Винс Дези ответил: «Мы сейчас работаем над новым проектом. Мы строим мир в сети, в котором люди смогут фантазировать. Очень отличается от Postal, но у него есть свое преимущество». Кстати говоря, словом «моб» в английском языке обычно называют агрессивную толпу. Однако в данном контексте оно является североамериканским разговорным словом, которым обозначают всевозможные организованные преступные группировки. Не исключено, что если речь идет об ММО, то в это слово могли закладываться коннотации, присущие играм этой категории. А теперь время спекуляций. Разработчикам категорически не нравилась идея о возвращении к New World Order. И в то же время наработки по этой игре выбрасывать было тоже жалко, поэтому они решили заменить солдат ООН с гражданским ополчением на уличных гангстеров и продолжить разработку новой игры на том же движке. Вы можете подумать, что даже если в этих единичных источниках Running with Scissors избегали упоминания названия игры Mob World, то откуда мы вообще о нем знаем? Пара открытых источников все-таки осталась. Первый — это официальный сайт ведомства по патентам и товарным знакам США.
Если мы обратимся к его базе данных, то мы можем обнаружить, что на имя RWS Inc. в 2000 году было зарегистрировано несколько торговых марок. MobWorld, причем дважды, mobworld.com и The Online Underworld. Конечно же, документы на сайте описывают все это мероприятие как онлайновую ролевую игру. Кроме этого, на сайте USPTO также можно было найти торговую марку Capo, заявка на регистрацию которой была подана Running with Scissors еще в начале 1999 года. Но в случае с этим брендом мало того, что неизвестно, связан ли он каким-то образом с Mob World, о нем нельзя сказать вообще ничего. Слово «капо», кстати говоря, это сокращение от «капо реджиме». Этим словом в иерархии итало-американской мафии обозначают человека, который выступает в роли посредника между непосредственным боссом и солдатами. Вторым источником информации является сохраненная в Internet Archive копия официального сайта проекта. На минималистичной главной страничке мы можем видеть только лишь логотип игры, 2 строчки копирайтов и 2 кнопки. Members, которая отправляет нас на страничку с формой для входа, и Everyone, при нажатии на которую открывается раздел со следующим текстом. Что же такое mobworld.com? Это онлайновый преступный мир. Это место, где вы всегда хотели побывать. Это в вашей крови. Присоединяйтесь к нам сегодня. Присоединяйтесь к нам навсегда. А вернитесь позже, чтобы получить дополнительную информацию. Это был обман. Mob World просто загнулся и провалился в бездну забвения. Больше его никто никогда не видел. Босс, похоже, с него уже хватит. Что нам с ним дальше делать? Ну не знаю. Добейте его и утопите в океане. Конец истории. Впрочем, не все думают то, что Mob World — это самая неизвестная игра от Running with Scissors. Марфи Блэк, специалист по распаковке посылок со жвачками по рублю, как-то обмолвился, что не считает Mob World самым обскурным проектом студии, аргументируя это тем, что мы хотя бы знаем его название. В качестве примера настоящей обскурности был приведен другой проект — сайт-скроллер про гуманоидную кису под названием Kitsy Kitsy Bang Bang. Он заверил, что для этой игры был создан дизайн и даже собран играбельный прототип, и вообще это гораздо интереснее, чем другие их отмененные проекты. Верить в это или нет – дело ваше. Марфи Блэк – это очень вкусно, поэтому мы вернемся к нему позже.